Я, в общем, соскучился по велосипеду, и сейчас я выезжаю из Каира и планирую ехать вдоль Нила и заночевать где-нибудь в палатке. Я должен заночевать в палатке в Египте. Буду ехать до тех пор, пока не нарвусь на какой-нибудь чекпост очередной полицейский, или пока меня не примет полиция. Вот, поэтому сейчас выезжаю из Каира. Пока все идет неплохо. Я проехал 2 минуты. Меня еще никто не остановил. Ничего себе. Пока все неплохо идет. Тут, конечно. Проехал 10 километров. Пока что не было чекпоста. Здесь так же, как в Нью-Дели, солнце вообще не видно из-за пыли, из-за песка. Сейчас чуть за город уже чуть выехал. Посвободнее здесь. Yeah! Тут уже настоящие трущобы начинаются. Экзотика, экзотика. Прям погружаюсь вообще в культуру максимально. Сейчас вот вдоль какого-то канала еду. Там за ним Нил дальше. Капец, здесь дорога вообще. Жесть. Смотрите. Это какой-то ужас. Ай, ай. Жесть, вы видели, что там было? Вы видели, что там было? Там мужик просто посередине дороги резал барана. Я остановился там, наступил в кровь, блин. Потому что мне что-то мужик там говорит. Она сельская египетская жизнь. Везде поля, поля. Вообще, куда меня занесло? Это вообще, они здесь туристов в глаза не видели вообще. Я просто для них здесь как экспонат такой интересный. Трущобы. Остановился на рынке. Купить бананчиков остановился. У меня просто песок вообще. У меня просто песок. Везде, везде песок. О, собрат едет на велике. О, да. Через такую помойку проезжаю жесткую вообще. Едва нашел место, чтобы можно дух было перевести, съесть бананов. Это вообще трэш. Ко мне столько внимания здесь.
Пока вроде бы все дружелюбно, ничего такого нету, никакой злобы я пока не встречал, надеюсь, и не встречу. Жесть вообще. Жесть. Сейчас вот заехал перекусить здесь в местную кафешку. Меня вот здесь так встречают. Вот, ребята молодцы. Hi. Hello. Hello. Thank you. Я сейчас еду и понимаю, что тут вообще негде встать просто с палаткой. Я не знаю, где здесь встать. Сейчас сунулся в один район, там такая жесть была, я там не смог проехать. Там дороги не было вообще никакой. Я не знаю, завтра, видимо, надо в пустыню уходить. Пробовать через пустыню проезжать, потому что ехать здесь такое себе вообще удовольствие, через помойку ехать. Здесь, короче, вообще не знаю, где встать с палаткой, здесь просто везде поля. Я думаю, сейчас в пустыню уходить, до нее еще 25 километров ехать. Короче, стемнеть будет. В общем, я проехал 100 километров без чекпостов, их не было. Всю дорогу ехал через деревни, египетский трэш там такой творился. Конечно, местами дорога где-то отсутствовала. Ну, в общем, трущоба, одним словом. Вот сейчас я тут в палатке встал. Там вообще негде было встать с палаткой, там просто везде поля. Я решил вот ехать в пустыню, и сейчас вот поставил, пустыня уже здесь начинается. Там дальше я смотрю, какой-то пост стоит, но я не знаю, блокпост ли это, но машин полицейских вроде не видно, так что может это пункт взимания платы. Завтра вот узнаю, сегодня решил уже не ехать. Вот, конечно, в деревнях там вообще просто повышено это внимание к своей персоне. Так-то все френдли, конечно, все это там дружелюбно. Тоже напрягает, конечно, местами просто. В общем, я все. Буду спать. Спокойной ночи. Всем доброе утро. Первая ночь в Египте с палаткой состоялась. Смотрите, просто вообще какая картина. Такая пылюка. Ну что, надо позавтракать, покушать. У меня вот из еды яйца, 4 штуки яиц осталось. Сыр есть, хлеб египетский, сладости, помидор, яблоко, 2 штука. Вчера на ужин я ел тунец с лапшой. Вот. В общем, не так много еды с собой взял, чтобы не везти. Но сейчас здесь пустыня начинается, а там что-то, я не знаю, будет ли что-нибудь. Вот это, кстати, самый дорогой баллон в моей жизни. Знаете, сколько он стоит? 1200 рублей. 1200 рублей, представляете? Это жесть какая-то. Они здесь, видимо, не пользуются этими штуками. Но они здесь везде в основном на этом, на углях. Вот я смотрю, там эти бедуины, они вообще на углях, там на всяком мусоре готовят. Вот эту штуку доставал ночью. Emergency blanket. Так-то было не сильно холодно, но ну чуть-чуть прям, может, если я спал в летнем спальнике и термобелье. Тот спальник второй я оставил там, в Турции. Вот, поэтому термобелье, летний спальник, вот эта штука, в принципе, вообще хорошо было спать. Вот мои вчерашние 100 километров. Сейчас сбрасываем.
Едем дальше. Сейчас самый интересный вопрос. Пропустят ли меня здесь или нет? На платную дорогу. Здесь вот есть какая-то дорога в объезд этого пункта. Я думаю, здесь проехать может быть. В общем, решил объехать этот пункт. Сзади там объезд, в общем, по песку, поэтому по гравию. Ну чё, вот я и в пустыне, на трассе. Интересно, не выгонит ли меня отсюда? Пока что ветер дует в спину, это хорошо, попутный. Я в пустыне. Вот сейчас какая-то кафешка, здесь хочу купить водички, потому что дальше там неизвестно, как скоро будут вообще магазины какие-то здесь. Надеюсь, у них есть вода. Надеюсь, у них сейчас есть тут. Салам алейкум. You have water? Sorry, don't speak Arabic. English. English. Yeah, you have water. Water my hand. It's drink or really? Говорят, что здесь пить можно, что-то я сомневаюсь, что здесь пить можно вообще. How are you? How are you? Good? Покушать предложили, в общем, здесь в этой кафешке. Вот так вот остановился водички купить, а еще и накормили, оказывается, в итоге вот. Шубран. Вот так вот первые встречи с местными жителями, с египтянами, точнее с арабами. Вот, но водичку я не знаю, пить это вообще вряд ли я, конечно, буду. Кипятить может нормально, да, хотя не знаю даже. Насчет кипятить, посмотрим. Случился прокол. Просто вот посередине пустыни, посередине ничего. Вот такую вытащил проволоку огромную. Капец. Сейчас быстренько меняю. Блин, вот это жесть. Кафешка сейчас была рабочая, закрыта. У меня вода заканчивается. Ближайший магазин через 48 километров. Жесть. У меня, конечно, есть эта вода, но я не знаю, пить ее как-то стрёмно. Блин. Капец, не знаю, что делать. Может, проезжающих машин попросить воды. Салам алейкум. You have water? Water. Water. You have? No? Окей. Спросить. Водички. Это кафешка, типа, показываю. Короче. Excuse me, do you have water? Yeah, water. Thank you, шука. Сейчас интересно, какую он водичку нальет. Может, тоже из крана. Ладно, пофиг, что. Thank you. Капец, спуск. Просто погружаемся куда-то в песочные дюны. Ой, все вообще в этом песке. Заехал уже прям вглубь самой пустыни. Уже вообще ничего нет. Но мне нужен магазин, мне нужна вода. Эту воду пить невозможно. Я попробовал ее. Но вся надежда на один тот магазин, который через 15 километров.
80 уже проехал. Нифига себе ветер. Остановился, чтобы помидор съесть. Воды нету. Остается помидор есть, который ребята дали там в кафешке. Да что такое? Ха. Здесь просто прорубили дорогу вот так. Класс. Вот сейчас подъезжаю к заправке, надеюсь, я там смогу купить воду. И заодно посмотрю, что представляет из себя заправка египетская. Вот он что. Да, вроде работает. Вроде работает. Сейчас надо закупиться. Короче, здесь вообще продуктами, водой. И ночевать в пустыне. Working? 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 Working. Yes. Luxor. Bicycle. So what? 3 days. Yeah. Luxor? Yeah. Something come out. Go. Ah, car, no. Get up. Bicycle. كده والله. I sleep in the desert. هيلث. انت عايز هيلث عشان توصل هناك. باور. Yeah. عايز الموضوع ده الشمول ده. 200? يس. You come Cairo? Yeah, Cairo. ده جنب القاهرة. Cairo. Today. يومين. 2. Yeah. Yesterday I came from Cairo. يوم امبارح هو جاي. Yeah. It's a good road. Yes. Bicycle. Coming. Yeah. لا مطارح فوق على الجنوب ده هيطلع مش هيقول معاك only Yeah, alone. Yeah. Cycling alone. Все, я спасен, я затарился нормальной водой. Короче, еще я у них купил этот провод, который у меня сломался. Сейчас. С ребятами здесь селфи сделали. Good. Ну все, в общем, питьевая проблема решена. Осталось решить проблему теперь с едой. Потому что там только были сэндвичи, я их уже все съел. Мне сказали, что сейчас будет через 20 минут какая-то кафешка или магазин. В общем, я не понял. Заехал поесть, так еда, в кафешку здесь такой кипиш вообще просто. Вот это все на 200 футов, то есть 400 рублей. Дорого, конечно, но здесь все дорого, на этой дороге просто ничего нету вообще. Вот сейчас стою, думаю, где лучше поставить палатку. Думаю, может прямо вон туда вот сейчас заехать и за кафешкой там поставить. Но там что люди ходят, не знаю. Будет ли мне там спокойно, сейчас выясню. Так, ну в общем я сегодня далеко от кафешки не поехал. Вот там вон кафешка светится, там дорога. Вот, поставил, в общем, завтра может там и поем с утра, позавтракаю. 200 футов, конечно, дороговато, 400 рублей, но с одной стороны там много всего. Вот, да, я, конечно, не подготовился вообще, заехал в пустыню вот вообще без всего.
Ну уж не знал, как обычно наивно полагал, что что-то будет всегда, магазины, какие-то кафешки, ага. Вот, поэтому не часто встречаются. Но я, получается, сегодня выехал, проехал 100 километров, и после 100 километров только была первая вот заправка. То есть завтра, скорее всего, будет так же. Но завтра я планирую доехать до населенного пункта, купить продуктов, там риса какого-нибудь, не знаю, и потом поехать по другой дороге, которая тоже вот там идет, получается, за этой дорогой еще есть дорога, видимо, бесплатная. И завтра поеду по ней, получается. То есть сначала в магазин заеду, там что-нибудь возьму, продуктов, и поеду по той дороге, в общем. Вот. Ой, да, хорошо, хоть что вода есть. А то мне сегодня дали эту воду, она, кажется, техническая вообще была, и пить невозможно было. Интересно, они сами вообще ее пьют? Это я купил сейчас нормальная вода в бутылках.